Вот тогда прям Вот, сразу вот так. жизненный прям вопрос. Вот, потому что, ну, есть много вещей, которые действительно возможны только в своей бане, только в какой-то определенной бане, с определенными организациями, ну и так далее. То есть вот я лично сталкиваюсь с тем, что у нас бани ограничены, вплоть до того, что есть бани, куда нельзя приходить с веником вообще. Ну, вот так, без веника, и все. Я просто туда не пойду, соответственно, потому что мне веник. Банные вкусности, Да, я можно туда поняла. ходить. Но вот я к Банные тому, вкусности что, очень. инструменты те, которые заменят, дополнят, возможны есть вот в принципе такое, что, ты даешь, как сказать, это вот действительно, что можно делать в бане? Что, в принципе, я Да. понимаю, что обычно люди приходят, они даже не догадываются, сколько всего можно сделать в бане, и что на самом деле мы не будем там сидеть все эти 5 часов работы только в парилке, оказывается, и что в парилке Мгм. мы будем делать не только махание вениками, поддавание пару. Мгм. Насколько, насколько вот это действительно применимо? Ну, опять же, будучи в бане, я видела конкретную баню с конкретными условиями. Ну вот насколько вот этот ассортимент. Мгм. Абсолютно. Вот эти вот, бани, в которых нельзя веник и, скорее всего, нельзя какие-нибудь скрабирующие вещества и прочие вещи вообще, чтобы, да, идеально осталось. Желательно, чтобы вообще в парную не заходили, или заходили, стояли, и выходили. Полки нам не портили. Вот, пошутила. Абсолютно применимо, то есть очень широкий спектр инструментов у банных вкусностей. И, у меня, какое-то время, все время что какие-то программы там новые приходят, уходят. Какое-то время была программа в баню с подружками, без ну, баня без пармастера. Вот что это такое? Баня без пармастера, как-то так она называлась. Когда я не пармастер, веники вообще не знаю, как покупать, там, выбирать туда-сюда. Еще у меня баня такая, в которой вообще нельзя ничего делать, только сидеть или лежать. Вот, что можно сделать? Как организовать самим себе банный девичник, не будучи пармастером, но чтобы было вкусно, интересно, и там и прогреться, и всякое разное. Да, у вас, ну, как минимум, у вас в инструментах могут быть вода, а, разного вида ткани, разной температуры вода, там, ну, вообще все виды взаимодействия с водой. У вас там могут быть звуки, у вас там могут быть запахи, ничего пачкающего, можно все это убрать, этого вообще не делать, да. У вас могут быть травные мешки, у вас могут быть бамбуковые веники, ну, у вас могут быть веера, самые обычные человеческие веера. Не обязательно бежать покупать банный веер для этого. Можно на Озоне заказать за 150 рублей веер, даже если он у вас развалится за эту баню, совершенно неважно. Вот. Можно сделать огромное количество всего, можно выстроить все только там на звуковой, ароматической и тепловой сенсорике, да. Можно, например, даже убрать тактильное взаимодействие, просто запихать туда всех друзей своих в парную и сделать что-то, выстраивая все на трехкомпонентности, на законе трехкомпонентности, ничего нигде не испачкав, ничего особо там не надрываясь, не таская туда. Да, можно взять некоторые природные компоненты, например, там то, что там точно не насыпется, не испачкается, взять с собой камни и одними только камнями сделать там огромное количество приятного. Можно взять банные, можно ничего не иметь, можно иметь воду и банное полотенце. Ну, не обязательно банное, в смысле, просто полотенце. И этим полотенцем и водой сделать столько всего, начиная от прогрева, контраста, заканчивая массажем. Это полотенце может у вас в умелых руках превратиться в горячую скалку, может превратиться в просто в какое-то там стягивающее или баюкающее полотно. И все, один инструмент, полотенце. И вау-эффект достигнут. Ну, просто можете сами фантазировать, да, на эту тему, а можно как бы нюансно посмотреть прям вот на семинарах, да, как это происходит. Вот, правда, говорю, что на безрыбье рак, щука, внутри, в нашей крови это заложено, уметь сделать что-то из ничего. Просто нужно убрать ограничивающее убеждение, что чего-то нельзя, заселить убеждение, что можно все. Просто надо понимать, к какому результату это приведет. Вот. И тогда все вокруг для вас станет инструментом. Не знаю, там, то, что угодно. Просто вода. В любой бане есть, в любой бане ее можно. Ну, правда, в редких банях нельзя лить. Но даже там, где нельзя лить, можно найти тазик, налить в него воду, ничего не пролить, взять полотенце и устроить
кучу всего. И парить полотенце можно, и не только с водой, и без, даже если вам воду нельзя вообще уносить в парную, взять с собой полотенце и с ним там сделать кучу всего, что с сухим, что с мокрым. Вот, оно вам и веник заменит, и много чего еще. А у нас будет полотенце. Я помню, у нас есть в списке У полотенец. нас в списке есть полотенце, да, у нас в списке есть полотенце, скоро будем учиться не меру. Я говорю, опять говорю, вот я понимаю, что одним только полотенцем можно целый день показывать, что можно сделать с полотенцем. Что-нибудь Надо что-нибудь надо сделаем. показать, а другую часть рассказать. Ну, то есть просто рассказать словами, чтобы это уже было там додумано, доделано, по ситуации придумано. Отлично, Мгм. слушай, я это самое, я слежу за временем, я вижу, что мы уже перевалили на самом деле за Да, 15. да. Я предлагаю сейчас сказать что-нибудь людям, спросить, если есть какой-то вопрос. На самом деле любой вопрос, я так понимаю, поскольку у нас тема знакомства, можно все, что хотите спрашивать. Да, можете, да, все, что хотите спросить. А я сейчас прочитаю, А, что было в чате. Мгм, да? и обязательно про баню. Да, я хочу рассказать, что почему мы, с Леной делаем этот эфир, почему с Леной, почему делаем. Потому что, 1, 2, 3 числа, я приеду в Новосибирск, и мы там будем сотворять банные вкусности. Будем 3 дня погружаться в тему банных вкусностей. И я абсолютно точно уверена, что этих 3 дней будет мало, потому что, и как я уже говорила, банные вкусности — это многосерийный очень, семинар, который может дальше быть разбит на мастер-классы, на как угодно, что еще. Вот, я уже, проводя этот, семинар, не раз ловила себя на том, что я пока, людей учу тому, что уже есть в моем арсенале, тут же у меня рождается новое что-то, что можно еще сделать. Это очень интересно. Вот. И, что еще, наверное, там из интересных событий, что вам сказать, 19 числа будет, вечером в 7 часов вебинар по "1001 история работы с водой". Ну, будет просто теоретическая часть работы с водой. А 23 числа очень сильно жду, День защитников Отечества, или как еще там правильно нынче сейчас надо говорить. Вот, мой не-массаж, занимаюсь такой штукой, которая называется не-массаж, ладильно-интуитивный не-массаж. А, Если он раньше был в виде, просто приемов, то сейчас это будет такая, очень трепетная для меня встреча, где женщины со своими мужчинами могут прийти на эту встречу и 4 часа учиться заботиться о своих мужчинах. А у мужчин будет задача просто лежать. Можно засыпать, можно храпеть, пить чаек в промежутках, еще что-то. Вот, и прям, очень-очень, молюсь, чтобы сложилось это событие. Вот, если, кстати, очень хочется попасть, но нету пары или, не массаж, он тоже для всех, и для мужчин, и для женщин. Вот, просто так вот как бы направленность такая, что женщина заботится о мужчинах. Но можно прийти, просто пожелать прийти, и мы там найдем модель мужчину или модель женщину для того, чтобы можно было повзаимодействовать, или там, можно прийти с 2 подругами, как угодно. То есть физически это можно и тем, и другим. Просто такая вот встреча немножечко будет направлена на заботу именно о мужчине. Вот. А еще же будет семинар про азы ладной бани будет в Москве в конце марта, 30-31. И потом в конце мая будут банные вкусности в Москве. А в апреле, скорее всего, будет Санкт-Петербург и, возможно, Пермь. Вот. И вообще, если у вас есть желание, чтобы в вашем городе тоже что-то такое прошло, можно писать смело мне или моему ассистенту Валерии, и мы обязательно придем к вам со всем своим теплом и инструментами. Так, что там? Есть на что поответить? меня есть вопрос, который мне задали, попросили ответить. Ну, я его тебе переадресую, на самом Мгм. деле, у меня их там 2 маленьких. Давай. Переадресовываю, что этот семинар для тех, кто уже в теме или нет? Про банные вкусности? Да? Да. Барные вкусности — это семинар, который, позволит тем, кто в теме, расширить свой инструментарий и, возможно, уйти на новую глубину. А тем, кто вообще ничего не знает про баню, этот семинар
на мой взгляд, просто еще вкуснее будет тем, кто уже что-то в ней понимает. Потому что это возможность открыть для себя мир заботы. Не нужно там ничего такого сверхъестественного будет понимать, да. Ну, потом, может быть, послушать какую-то мою лекцию, там какой-нибудь вебинарчик о том, как создать правильный климат в парной, просто чтобы в этом климате работать. А даже если вы его ну, нет, так, наверно, надо будет послушать, потому что чаще всего парные перегретые бывают, и чтобы вам создать себе комфортные условия для работы, для банных вкусностей, нужно будет просто немножечко там пространство выровнять. Вот. А быть каким-то супербанщиком для этого вообще не надо. Как раз задача банных вкусностей на нынешний момент и стоит в том, чтобы пригласить людей, которые ничего не знают о бане, техникам веничным учиться, правда, нужно это мастерство нужно там нарабатывать, а вот эти инструменты, которые вы возьмете, их можно просто сразу применять. Просто сразу применять, там, ну, ошибиться в них сложно, не знаю. И через это, возможно, вам захочется потом освоить и другие уровни банного мастерства, и программы парения, техники, управление паром или еще что-то такое. Абсолютно очень я ориентируюсь на людей, которые ничего про баню не знают, ничего в бане не понимают, но очень любят вот эти всякие тактильные взаимодействия. Вот. Мгм. Внимание удерживать на профессионалах и непрофессионалах мне совершенно не сложно, потому что профессионалы умеют брать все отовсюду, вот, а как бы непрофессионалам нет там такой сверхсложной информации, да, какой-то. Ну, например, есть повышенного уровня банные семинары, которые чаще всего посещают уже опытные грамотные люди, и когда заходит один обычно человек, просто первый раз пришел на банный семинар, все даже там его окружают заботой, и те мастера, которые пришли учиться, как-то там подтягивают человека. Но у человека, конечно, просто взрыв мозга происходит. Этот семинар создает эффект взрыва мозга, но по-другому. Не потому что сложная информация, а потому что все, правда, просто и очень доступно, интересно. И мы просто не было повода у нас в жизни так сфокусировать свое внимание на чем-то, потому что в других областях где-то вы обитаете. Вот. Еще был такой интересный И для вопрос. мужчин, и для женщин, подчеркиваю, и для мужчин, и для женщин. Мужчины великолепнейшим образом могут проявлять заботу, и многие очень хотят. И вот это вот как бы их твердость, жесткость при ну, легкой корректировке и направлении обретает очень как бы интересную, приятную форму. Мужчина как инструмент тоже прекрасен, поэтому мужчины, я тоже вас жду. Мужчина как инструмент прекрасен. Хорошая Как и фраза, женщины. мне нравится. Женщины. Еще был Да. такой интересный вопрос, я на самом деле засмутилась, как на него ответить. Так. Скажи, пожалуйста, там фраза будет инструмент, там, значит, на семинаре будут такие-то там инструменты. Инструмент это равно процедура, в смысле мы берем какой-то инструмент, и изучаем, как делать с ним процедуру. А потом берем следующий день, ну, по типу вот мыльно-веничный массаж, да, там какое-нибудь медово-солевое скрабирование или что-то еще. Вот. Я на самом деле кратко сказала, что на самом деле нет, потому что я прочувствовала, что это нет. Но хочу от тебя услышать развернутый ответ человеку. Ага, ну, для меня немножко сложновато конфигурация вопроса. Я просто позвучу на эту тему, как я обычно говорю, а вы услышите то, что вам из этого нужно. А, а, как вот у меня нет меню 1, 2, 3, 4, 5 мы будем делать, так и там просто может показаться из моего разговора, что я очень неструктурированно веду что-то. Ну вот Лена не даст соврать. Я при всей своей творческости в работе очень структурированный человек. Ну, вот из тех кусочков семинаров, которых ты там видела на конференции. Мы не будем, скорее всего, так, господи, опять будет, говорю, творческий процесс. Вот, например, говорю, что я говорю вода, или вы говорите мед. Намазать мед на человека никаких проблем нет. Сделать скраб солью никаких проблем нет. Вообще не надо ничего учить. Пришли, намазали, пришли, потерли. Сделали хорошо? Да сделали, честное слово. Вот все, что бы вы ни сделали, все хорошо. Но оказывается, у соли бывает разная крупность. Оказывается, у соли есть возможность быть нагретой или не нагретой. У соли, оказывается, есть возможность быть мокрой или сухой.
У соли, оказывается, есть возможность выдавать паровое облако, полевое облако, которое тоже работает. У соли, оказывается, есть возможность быть соединенным с чем-нибудь и принимать новые формы. У соли, оказывается, есть возможность по-разному пахнуть, и у нее вообще-то есть вкус и разный. Вот. И как, зная все состояния соли, ну вот и хотя бы из тех, которые я перечислила, да, как бы я очень люблю правило трехкомпонентности, и практически каждый инструмент, который мы будем с вами рассматривать, я буду рассматривать в трех состояниях: жидкое, твердое, газообразное. Ну, газообразное там немножко в кавычках для некоторых этих самых видов составов. И мы просто не иногда, даже будучи профессионалами, мы не задумываемся. Мы знаем, что у нас есть соль, мы ее там нагреваем иногда для того, чтобы сделать скраб. И делаем скраб. Вот. Это только мы рассмотрели вот вариативность одного инструмента соль. А потом у нас еще есть человек, и он тоже будет со своими какими-то особенностями вносить определенный вкус, определенный стиль, определенное настроение в то, как мы будем делать ему, не знаю, скраб-массаж, да? Какая есть задача, да? Какой он по темпераменту. Это будет абсолютно разный скраб-массаж для всех людей. Да? От очень чувственного, где мы вообще не касаемся практически человека, а только перекатываем по нему кристалл, до какого-то там хорошего пилинга, скраба, да, в данном случае скраба, ну или пилинга, если это мелкодисперсная соль. Вот. С эффектом растворения мы ее наносим или без эффекта растворения, да? Вот так или иначе, теплый или горячий, а куда теплую, а куда горячую, а в каких состояниях человека теплую, а в каких состояниях человека горячую. Вот. Поэтому как бы просто насыпать соль и показать, как вкусно по человеку ее распределить, я могу, но я могу еще много другого. Я могу еще много-много дать нюансов. Я в своей базе художник. У меня всегда цветовой спектр перед глазами и растяжка. Для меня нету слова цвета красный. У красного очень много оттенков. Какой красный вы имеете в виду? Поэтому, когда такой вопрос, знаешь, мне хочется сказать, какой красный вы имеете в виду, какой из красных вы имеете в виду. Вот. И этот человек, да, он просто эстетически имеет свой какой-то рисунок, каждый человек. Я когда учу взаимодействовать, у меня есть там программы пар для пары, и когда вдруг люди долго, ну, чаще всего приходят люди ко мне, приходят люди, давно находящиеся в отношениях, и у них, например, уже по-всякому, они уже там друг друга видели, да, но это такой, знаешь, образ устоявшийся, по-всякому друг друга видели. Часто бывает так, что люди живут десятилетиями вместе и как-то не видели-то они особо друг друга. Ну, вот так вот прям искренне, целиком, целого, голышом. Там еще не все любят, когда на них на голых смотрят. А тут вот они в каком-то состоянии, и ты там заводишь этого мужчину в парную и говоришь: а представь, что что-то такое сейчас произошло, и у тебя открылись все возможные художественные навыки, и ты можешь ее рисовать. И тебе не нужен для этого карандаш, тебе не нужна кисточка, у тебя есть руки. Возьми, нарисуй ее руками. Когда мы рисуем карандашом, вот, ну, как бы рисовальщики, да, знают, что от плеча до пятки не рисуют линию с одинаковым нажимом. Где-то ярче нажали, где выход косточки, где ближе, где-то линия нивелировалась, совсем ушла, растворилась, потом опять набрала жирность, жесткость, силу свою, да. Вот точно так же можно коснуться человека. Точно так же, абсолютно, не задумываясь о том, что спина — это место, где можно больше потереть там, а икра — это место, где можно меньше потереть. Вообще убрав эти стереотипы, а коснуться так, как твое тело будет испытывать величайшее наслаждение, как от красивой музыки, как от красивой картины. Это, ну, как бы это на грани, может быть, с интимностью, но смотря в каком контексте удерживать человека. А потом мы добавляем туда соль. Крупную или мелкую, или среднюю, нагретую или холодную. Сыпем мы ее или кидаем. Там, струйкой мы ее рассыпаем или через сито. Да? И это, ну, бесконечный мир, короче, возможностей. Вот. Поэтому вот этому мы будем учиться. Если у нас будет возможность и желание погружаться в какой-то один предмет, мы сделаем так. Если будет по первости желание скушать намного больше, ну, как бы посмотреть, там, как это называется, ассорти, то я буду показывать какие-то вот, ну, искры того, всего, пятого, десятого. Возникнет у людей желание пойти отдельно, погрузиться только в соль. Приедем и будем целый день делать только соль и смотреть
там вообще, что из чего эти нюансы состоят. Вот. Вот так как-то будет проходить обучение. И то, что взяли скалку, и сейчас вот я вам покажу, как скалкой покатать. Вот. Да, слушаю, заслушиваюсь, а тут пишут, что вообще прям ты великолепна и спасибо за твое творчество. Вот это, Ну, кстати, тоже классно. спасибо. Я считаю, что это вот твоя сильная сторона, это творческая сторона. Ну, ты правильно, ты творишь просто, ты моделируешь это все теперь в бане по-другому чуть-чуть. Так, и вопрос еще чисто практичный. Все ли 3 дня в семинаре взаимосвязаны, и можно ли приехать на один из них? А, я думаю, вот конкретно на этот семинар нельзя приехать на один из них. Дальше посмотрим, может быть, будут разные структуры семинаров, потому что первый день, полдня будет посвящено философии этих процессов и настройке нас как инструментов. Помните то, что я говорила, что мы начинаем по-другому звучать, когда инструмент настроен. Инструментов полно, но есть расстроенная гитара, есть настроенная. Настроенная звучит красивее, одна гитара, другой не хуже, просто настроить надо. Поэтому первый день у нас будет через философию восприятия, каждый возьмет себе свою какую-то философию, услышит свою философию. Я, ну, не тот человек, который там директивно считает, что моя философия должна быть всех. Моя задача сфокусировать вас будет на том, чтобы вы услышали свою философию, поднастроить вот эти инструменты, и дальше мы будем идти уже вот как бы в дело. Я думаю, что пока что нам привычно как бы собирать группу, вот ее еще же группу инструмент тоже нужно отстроить, не только каждый отдельный оркестр весь нужно настроить, и уже этот оркестр пойдет дальше. Я, по крайней мере, вот этих с первых выездных разов не очень готова вот к такому заходу. В середине где-то вполне возможно, что потом да. Вот. И я хочу сказать, что это могут быть не обязательно, но на перспективу отдельно там трехдневные семинарские выезды. Можно там на следующие разы набирать, ну, там, например, да, там 3 дня работы, но один день у нас мастер-класс это, другой день мастер-класс это, третий мастер-класс этот. И если человек будет как бы не введен еще в мою философию, будет просто я очень люблю совмещать онлайн-оффлайн обучение. Будет какая-то там ну, специально сфокусированная онлайн встреча, где те, кто уже знают, там могут не приходить, те, кто знают, там могут переслушать, прийти, те, кто не знают, будут как бы некоторые введения, и дальше мастер-классы. Вот. Либо будет какой-то набор вебинаров, который потихоньку сейчас формируется, в котором можно будет точечно заглянуть, понять, что вы, да, ну, вам будет легко зайти там в любой просто отдельный мастер-класс, уже там типа заглубляться. И, ну, просто там 100 лет уже работаете в бане, не хотите только это взять. Вот, пока так. Хорошо. Я думаю, что на самом деле мы можем завершать. Прочитаю, что очень понравилось название про вкусные баньки тебе сейчас, что благодарны за эфир, что спасибо за творчество. Большое спасибо за эфир, очень полезно. Так, что благодарю за эфир. И что еще-то, еще тут в конце. Спасибо за уделенное время. Люди ценят свое время нынче. Вот. Так, Спасибо. что еще, подождите. Так. Вот, с какими запросами можно ходить в баню, и где можно посмотреть цены на Танины семинары? Это разные, разные вопросы, я так понимаю, да. А что первый какой вопрос до С какими семинаров? запросами можно ходить в баню? Вообще у нас в начале было как раз Вот, про запросы в баню, что они разные. Мы в начале говорили, так. Ира. У Ну, меня, у внимательно. меня ответ один на все вопросы. Можно все, вообще все, вот с любым, вообще все. Ну, чисто технически немножко объясню, что у нас есть понятие когда мы чего-то желаем, иногда мы это перенапряжение вносим в какое-то желание. И все, что у нас там в психоэмоциональной и в умственной сфере происходит, оно как бы не может отдельно от тела существовать. Ну, психосоматика, все такое, все уже знают. И где-то в вашем волшебном теле прячется пережеланное желание, которое подзажалось. И просто от того, что вы пойдете в состояние тепло, темно, тихо, влажно, расслабитесь, полежите. Ну, не обязательно какую-то там прям запросную эфиричную там программу, пармастера или еще что-то. Просто позвольте телу растечься. Приведите его в условия, где ему будет комфортно, тепло, безопасно. Почему у тела определенные состояния возникают, можно посмотреть, будет там у меня в Ютубе, в записи
большой банной конференции. Почему много чего решается, когда мы просто позволяем себе побыть в состоянии тепло, тепло, тихо. Вот. И поэтому как бы все ответы, если жить в парадигме того, работает то, во что мы верим. Если жить в парадигме того, что все ответы в нас, соответственно, все ответы на все запросы тоже в нас, поэтому нужно немножко фокус внимания переместить на нас как живущих в теле людей. И этому телу дать выпустить из себя максимально напряжение, какое есть. Просто держа эту картинку в образе, что просто от того, что я расслабляю тело, что-то там где-то решается, и у меня освобождается путь к тому, чего я желаю, уже вполне может работать. Я не претендую на то, что баня — это стопроцентная волшебная палочка. Было бы слишком скучно жить, если бы мы точно знали, что где-то есть абсолютно идеальная волшебная палочка. Но, друзья мои, все бы было совершенно решаемо, что тогда делать на этой планете. Вот. На этой планете интерес в том и есть, что надо с чем-то сталкиваться, что-то решать, сталкиваться, что-то решать. Это побуждает нас жить. Вот. Прекрасная нота, Короче, да, просто просто. великолепная. Я предлагаю на этой Давай, прекрасной завершать. да. Лена, я тебя попрошу сделать несколько скриншотов там какой-нибудь Благодарственных слов, переписки конечно, миниатюрной я моей. уже сделала. Всё, Скриншотов да. нас нет. Можешь еще раз поговорить, я сделаю, попробую, если я найду эту волшебную книгу. Хорошо, хорошо, хорошо. Вот, ну, о чем поговорить? О чем поговорить? Я вообще люблю философствовать, да, вот я сейчас поговорила немножечко о том, чтобы... Правда, ведь, смотрите, мы все время стараемся куда-то каких-то порешать каких-то трудностей, еще что-то сделать, и все время мечтаем о покое. Ну, как правило, среднестатистические люди мечтают о покое. А если просто допустить мысль о том, чтобы вдруг станет все время покой, вообще ничего не будет происходить в жизни. Все ровно. Я с ужасом думаю про такую возможность. Но интерес-то в чем? Что покой, конечно, тоже нужен. И как мы помним, да, что все в мире инструмент и того прочего. И вот тут как бы инструмент немножко получается весы. То есть человек как весы. У него то беспокойство, то очень спокойствие, то беспокойство, очень спокойствие. И самое кайфовое — это когда мы уравновешиваем. Когда мы уравновешиваем, это же самое мы делаем в бане. Но у меня, например, нет сверхзадачи что-то из человека сотворить. Моя, наверное, фокус внимания в том, чтобы человек вот на данный момент времени мог сбалансироваться, и из этого не я решаю его проблемы, а он из сбалансированного состояния берет и дальше все решает. Поэтому вот баня — это, да, точка покоя. Все те, кто очень хотят покоя, всех приглашаю ходить в баню, не обязательно с паромастерами, просто научиться самому приходить в состояние покоя через состояние тепло, темно, тихо, влажно. А почему это состояние темно, тепло, тихо, влажно так важно? Ну, там есть в отдельном видео. Коротко скажу, потому что внутриутробно мы находились в состоянии тепло, темно, тихо, влажно. И ничего, кроме покоя, нам было неизвестно. Поэтому тело взрослое на любом этапе жизни, в любом состоянии, попадая в условия темно, тепло, тихо, влажно, немножечко с этим опытом соединяется, а у кого-то множечко с этим опытом соединяется. Там отдыхает в этом состоянии, как оно помнит, тело помнит это состояние тотального покоя, совершенной стабильности, темно, тепло, тихо, влажно. И само собой восстанавливается настолько, насколько ему сейчас по силам. Это к тому, чтобы не надо переоценивать свою роль в бане. Мы там не божества, мы просто те инструменты, руками которых можно создать вот эти вот условия, грамотные условия, темно, тепло, тихо, влажно. Запустить туда человека и дать ему возможность самому сделать все, что сейчас необходимо. Создать условия — это первое, что я считаю важное умение пармастера — создать условия. И второе — это верить в то, что человек совершенно точно справится сам. Вот. Давайте верить в себя и в других. На сим заканчиваю. Да, это такой доульский подход. Доульский подход к бане. Я поняла, что у тебя для Да, меня. конечно. Все миксуется, и модельерство, доульство. А еще я когда-то телохранителем хотела стать. Этим и Ну, всё. занимаюсь.
Благодарю всех, Спасибо давай за благодарю Таню за то, что ты, вот она такая прекрасная, что ты на связи, что ты есть, что ты двигаешь свои идеи в мир. И вообще это чудесно. Всего спасибо, что вы помогаете мне мои идеи осознавать и тоже двигаете их в мир. Всё, пока-пока. Благодарю. Так.